Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Лев. Прогноз у нас называется «Колесо жизни». Мы сейчас разложим карты по всем сферам жизни. Потом у нас в конце будут советы от оракулов и будет маятник. Подумайте, о своей мечте или желании. Мы посмотрим, исполнится оно или нет в 2022 году. Да, всех львов я поздравляю с наступающим или уже наступившим Новым годом. Я желаю вам любви, понимания, удачи, саморазвития, исполнения вашего заветного желания, мечты, а также осуществления ваших намерений. Хорошо. Первый пункт у нас это работа, карьера, бизнес. Что у вас будет происходить в 2022 году? И совет. Финансы. Совет. Отношения, любовные отношения, семья, брак. Для тех, кто в поиске. Совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры, клиенты, заказчики. То есть люди, которые вас окружают. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение в 2022 году, от чего он будет зависеть? От чего оно будет зависеть? Да, настроение и совет. Творчество, творческие проекты, для кого это актуально. Совет. Отдых, поездки, путешествия, развлечения. Совет. И собственное развитие, обучение, для кого это тоже актуально. Совет. Еще у нас будет одна карта, это общая энергия 2022 года или основной акцент, на что вам нужно будет обратить внимание. Мы откроем ее в конце. Хорошо, ваш расклад готов. Давайте начнем с карьеры. Вот у вас здесь в карьере шестерка кубков. Конечно, карта может говорить об каких-то прошлых проектах, которые вы отложили на потом. Может быть, для них не было времени, возможностей. Сейчас вы их можете возродить. Это еще могут быть проекты, связанные с людьми из прошлого. Может быть, это какие-то ваши друзья детства или одноклассники, одногруппники. Вот тут у вас здесь в деньгах пятерка кубков. Кто-то может потерять работу или какое-то трудное положение с финансами. Здесь может быть или вы начнете возрождать какие-то старые отложенные дела, которые можете довести до ума и получить за это прибыль. Или может быть здесь люди какие-то помогут вам. В совет у вас ложится восьмерка мечей. Это могут быть или ограничения, или самоограничения. Иногда карта говорит, что человек ограничивает себя в других сферах жизни, ставит амбициозные планы, карьерные. То есть вот только работа. Здесь совет говорят, так делать нельзя. Не лишайте себя других радостей жизни. Конечно, здесь еще, знаете, у кого-то может быть работа из дома по удаленке. Может быть еще работа связана с детьми, с тем, что украшает дом. Например, это ландшафтный дизайн или дизайн интерьеров. Может быть, что-то связано с украшением, да, может быть, еще здесь у нас букет цветов, может быть, кто-то будет продавать цветы, например, или составлять красивые композиции. Может быть, дома это будете делать и продавать через интернет. Конечно, еще вам говорят, опирайтесь на свой прошлый опыт. Или вот именно восьмерка, как в совет говорит, может быть, вам вот индивидуально вы не можете это предпринять, может быть, вот не хватает финансов или какие-то стесненные условия, то здесь, может быть, это бизнес нужно
скооперироваться с друзьями. Или, знаете, какой-то уже развитый бизнес купить и в него вложиться. Тут еще вот восьмерка может предупреждать, что, может быть, вы и хотите возродить эти проекты, но вас что-то останавливает. Вот я говорю, самоограничение. Карта говорит, может быть, ситуация не такая критичная, как вам кажется. Вы можете упустить какой-то очень хороший момент. Потому что вот в деньгах у вас пятерка, может быть, у кого-то здесь будет потеря источника доходов. Это может быть закрытие бизнеса или уход с работы. У кого-то может быть, например, расставание в любви, может быть, человек вас содержал. Также пятерка кубков говорит о каких-то непомерных тратах. То есть вы можете не рассчитать свои силы и потратиться больше, чем того следует. Так, а что у нас совет? Да, и тройка мечей. Если у кого-то здесь потери работы, закрытие бизнеса, то вот здесь как раз вам говорят, что вам кто-то может помочь. Или денег мало, значит, нужно с кем-то. То есть, если вам что-то предлагают какие-то старые друзья из прошлого, да, ну не старые, а из прошлого, например, там, как я уже перечислила, то рассмотрите этот вопрос, потому что с деньгами здесь какие-то разочарования и потери. Вот тройка как совет ложится, да, не опускайте руки. Ну и аккуратнее, конечно, с своими финансами. Хорошо, любовные отношения, брак для тех, кто в поиске, старший аркан умеренность и двойка мечей. Да, смотрите, умеренность всегда показывает очень гармоничные отношения, спокойные, устойчивые, долговременные, будь то отношения или брак. Но так как у нас в совет легла двойка мечей, может быть, еще по умеренности, это очень такие, знаете, скучные, вяло текущие, не развивающиеся отношения. Как бы вашего партнера или партнершу как бы все устраивает, а вам хочется драйва. Вы же львы, вам нужен огонь. А здесь как-то все очень приторно и слащаво. Но это для кого-то может быть, да. Конечно, если бы не легла двойка мечей, я подумала, что вообще у вас в 2022 году все будет тишь, благодать, любовь, понимание. Но так как ложится двойка в совет, если какие-то у вас сомнения возникнут, оставаться, не оставаться в этих отношениях, здесь карта говорит, не спешите, во-первых, прислушайтесь к своей интуиции, к внутреннему голосу. Да, может быть, человек вам покажется скучным, но по умеренности это очень надежные отношения. Драйв вы можете получить где-то на стороне, но потерять вот это вот постоянство. Это, знаете, еще двойка мечей, да? Я вот хочу чего-то, сама не знаю чего. Это когда мы что-то теряем и понимаем, что мы потеряли что-то очень важное, а уже обратной дороги нет. Поэтому здесь карта вам советует 100 раз подумать. Постарайтесь сами внести какой-то драйв в эти отношения. Для тех, кто в поиске, здесь у вас даже может быть выбор. И опять карта говорит, не спешите. Подождите, не торопитесь, приглядитесь лучше, если у вас будет выбор из двух претендентов. Хорошо, отношения с другими людьми – это люди, которые вас окружают. Здесь ложится колесница. Два старших аркана и в совет сила. Вы здесь можете даже помогать другим людям. Ну, если у вас, вы люди взрослые, у вас дети, тут может быть помощь детям. Тут какие-то поездки, например, там с детьми посидеть постоянно нужно будет ездить. Может быть, помочь справиться родным, близким или друзьям с какими-то сложными ситуациями. У кого-то, может быть, дети в подростковом возрасте. Вот здесь нужно будет мягкой силой, да, направить ребенка в нужное русло. Но также для вас может быть от близких какая-то помощь. Вот когда два старших аркана, да, вот сейчас я одну еще достану. Королева монет. Королева монет это может быть ваша мама. Тут может быть помощь по поводу, например, переезда или каких-то поездок. Но опять же, королева пентаклей, может быть, это вас показывает, что вы будете заниматься, например, своей недвижимостью, справляться с какой-то ситуацией. У кого-то, может быть, здесь у вас машина, и то ли вы на ней зарабатываете, то ли будет очень много поездок, может быть, по работе.
То есть я вот думаю, что по колеснице и по старшему аркану силы окружающие люди могут полностью на вас положиться. Но все-таки по силе и по колеснице старайтесь, например, на работе не выполнять за кого-то эту работу. А то, например, начальству может понравиться, он других людей сократит, скажет, ну раз вы справляетесь, то значит вы будете работать одни. Ну, вот как вариант. Идет такая информация. Хорошо. Ваше эмоциональное настроение, состояние, от чего будет зависеть? Ну, я думаю, что или от любви, да. Или еще для кого-то здесь актуально какой-то новый проект. Может быть, для мужчин это как раз вот этот человек из прошлого, король кубков, с которым вы начнете какой-то новый проект, бизнес. Да, для женщин, конечно, это может быть новая любовь. Да, в принципе, мужчин могут показывать королем, да, это страсть, вот, буря эмоций. Также это может быть врач, который для кого-то из львов поможет забеременеть. То есть вот здесь я не рассмотрела, ведь у нас умеренность – это исцеление, это восстановление здоровья. И двойка может говорить, что у вас есть два пути забеременеть. Например, ЭКО, или, может быть, стать мамой, суррогатное материнство. Может быть, вы здесь будете рассматривать эти варианты. Здесь вам врач какой-то поможет забеременеть. У кого-то может быть какая-то дорога, то ли с этим королем, то ли к нему, то ли это к вам человек какой-то приедет, которого вы рады видеть. Не знаю, может быть, у замужних женщин, львов, может быть, у вас супруг куда-то на заработки уехал. То есть человек может приехать. Не знаю, совсем или на время. Здесь эта карта не показывает. Тут еще она, как у нас ложится король кубков, да, эта карта всегда советует держать под контролем свои эмоции. А жезл – это ведь огонь, да, это вспыхнуть. Она напоминает, что вот горящая спичка. Вот вам и говорят, что постарайтесь вот так не взрываться. Вы же львы. Вот здесь вода, а здесь огонь. Но вот тут вода эмоций, да, эмоции и импульс. Реакция такая очень быстрая. Вот, может быть, карты говорят, старайтесь это контролировать. Хорошо, творчество, творческие проекты. Для кого это актуально? Старший аркан мир. И рыцарь кубков, да? Но рыцарь кубков у нас отвечает за творчество. Это заниматься каким-то любимым делом. Не знаю, может быть, кто-то будет рисовать, петь. Может быть, вы это будете транслировать миру. То есть, как вариант, откроете канал на Ютубе, может быть, будете обучать вышивке, или показывать, как вы шьете, или как вы готовите. Но по рыцарю кубков это что-то, что вы очень любите. И вы можете этим делиться с другими людьми. Может быть, какой-то креативный подход к ремонту, к строительству. Ну вот что-то такое, чем вы захотите поделиться с другими людьми. Поэтому карты говорят, не стесняйтесь, делитесь. Может быть, реально это кому-то поможет. Поездки, отдых, развлечения. Король жезлов. Ну, тут ваша карта. И десятка мечей. У нас король жезлов отвечает в первую очередь за карьеру, бизнес, работу, финансы, воплощение каких-то проектов. Но вот когда она выпадает масти той, к которой относится, она делает акцент на то, что работа это здорово, но нужно еще отдыхать. Вот десятка мечей, ведь человека пронзила мечами спина. Большая нагрузка, большая ответственность и мало отдыха. Здесь вам нужно пересмотреть отношение к своему телу. Конечно, еще вот эти две карты могут говорить, что планировали вы какую-то поездку, переезд, путешествие. Но десятка может говорить, что планы эти не реализуются. Может быть, вы и сами от них откажетесь, вот в угоду работе. Еще, может быть, кому-то карта советует походить на массаж. Если есть проблемы со спиной, то значит нужно или заняться спортом, подкачать мышцы, или, может быть, на массаж, иглоукалывание, или, может быть, к врачу сходить, какие-то мази, уколы прописать, для того, чтобы восстановить. То есть вам советуют в 2022 году обращать внимание на свое здоровье.
И у нас осталось одно, это собственное развитие, обучение. Здесь у вас 4 жезлов. Даже если вы будете чем-то заниматься, скорее всего, это будет из дома. 4 перешла в 5. Вот здесь вам опять карты советуют заниматься спортом. 4 жезлов — это карта домоседа, да, дома мы сидим. А может быть, еще карты говорят вот о такой стабильности, мало движения. То есть вот работа, пришел, на диван лег, или там, если мужчина, да. Может быть, вот карта как раз и говорит, что внесите драйв в свою жизнь, или займитесь спортом, или ходите пешком, там на работу, с работы. Больше движения. Может быть, обучение, конечно, из дома по 4, может быть, через интернет, но 5 может говорить, что это бороться с собой, да, с ленью, заставить себя. Конечно, 5 у нас еще это конкурентная борьба. Может быть, вот для тех, кто будет выкладывать свои ролики, там, например, на Ютубе, да, или в интернете, может быть, это 5 ты говоришь, что чересчур много конкурентов, которые мешают вам развиваться, ну, как вариант. Но в любом случае карта говорит, ставьте цель, идите к ней, есть шанс пробиться. Ну и все-таки двигайтесь больше. Хорошо, давайте посмотрим основной акцент 22 года для вас. Вот 7 у нас. Ну, жезлы — это ваша масть, в принципе. Да, здесь карта говорит, человек идет к своей цели через тернии к звездам. То ли люди какие-то мешают, то ли препятствия. Да, есть шанс преодолеть все это. Самое главное, постарайтесь не свернуть с этого пути. Постарайтесь, чтобы вас никто не отговорил, не сбил. Если вы поставили эту цель, то уже к ней идите. Это еще, знаете, бороться за место под солнцем. Но в любом случае, еще у кого-то был, по-моему, у весов тоже вот эта карта, и у них тоже очень много жезлов. То есть, да, преодолеть вы все преодолеете, но год будет напряженный. Поэтому она и говорит, живите своей жизнью, идите своим путем, не разрешайте никому вмешиваться в вашу жизнь. И еще по этой карте научитесь говорить «нет» тем людям, которые пытаются манипулировать вами или использовать в своих интересах. Хорошо, давайте совет получим от королевы Луны, Львы, 2022 год. Фейт — это вера. Карта говорит, что изобилие и плодородие вот в 2022 году возвращаются к вам. У вас все наладится, у вас начинается рост, развитие, продвижение. Ну а если будут какие-то невзгоды, то держитесь за свои мечты и не теряйте вот эту веру и надежду. Для кого-то еще карта показывает беременность. Но тоже надо верить. Так, еще у нас совет для львов от оракула «Магические врата», 22 год. Давайте получим совет от этого оракула. Начни сначала. В моей жизни назревает что-то новое и замечательное. Сейчас я вам зачитаю быстренько. В вашей жизни начинается новый цикл. Все, что вам больше не нужно, остается в прошлом, а на смену приходит что-то новое. Ну и давайте мы посмотрим с вами маятник. Я надеюсь, вы загадали уже желание или у вас уже есть мечта. Давайте посмотрим, исполнится она или нет в 2022 году. Маятник, ответь, пожалуйста, львам, исполнится ли их желание в 2022 году. Ответ — да. Ваше желание исполнится.
Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим или наступившим Новым годом. Удачи вам в Новом году. Всего хорошего.